Виноград созрел. Пора делать вино и шампанское. Виноград собираю. Он такой уже спелый, просто медовый в этом году. И беру отдельно зернышки, отбираю зернышки и отправляю их в ведро. Вот так только хорошие зернышки убираю. Почему? Потому что у нас град был и испортил очень много винограда. И вот так вот убираю и набираю в ведро часть. Вот смотрите. И вручную это вот так вот делаю сок. Должна все зернышки, все зернышки перемолоть. Вот, получается такой красивый сок. Винограда этого такой аромат необыкновенный. В общем, все зернышки я перемалываю, измельчаю, раздавливаю для того, чтобы вышел сок. И пойдем сейчас в бочку все, куда я все это сливаю. Вот смотрите, какая там красота. И бочечка установлена в теплице, потому что уже на улице у нас ночью было плюс 10, в эту ночь плюс 8. И на улице прошло 2 суток, и я аккуратненько выбираю. Попробовала, очень сладкое, ароматное такой получается сок. Ну и сейчас его, вот это всю мезгу убираю. Аккуратненько, она нам еще процеживаю через такую леечку. Сок уже чистый и отправляю в бутыль. Здесь вино созревает 40 дней. Эта дата у нас перешла от родителей. Таким образом, они готовили вино. Для этого используем водяной затвор. В данном случае чистый сок очень сладкий в этом засушливом году. Поэтому сахар не добавляем. Если же кислый виноград, тогда добавляем на ведро где-то полкилограмма сахара. Но в этом году очень сладкий. В этом бутыле будет именно сухое вино, из которого буду делать домашнее игристое шампанское на Новый год и дальнейшие даты следующего 2021 года. Чтобы не ждать так долго, я специально оставила несколько бутылок с прошлого года и показать уже готовое шампанское. Открывать бутылку можно только после морозилки, куда за час перед открытием ложу бутылку, иначе оно быстро вырвется на свободу. Ну а теперь сама технология приготовления домашнего игристого шампанского. Называем шампанским по традиции, хотя это слово запрещено для тех, кто официально работает с шампанским. Итак, мы свое домашнее шампанское готовим так. Использую пластиковые бутылки от воды. В стеклянной не получится созревание домашнего игристого праздничного вина. Пробка не удержится на бутылке. Это вино очень веселое и всегда стремится вырваться из оков посуды. В домашних условиях мы не можем создать идеальные условия для приготовления настоящего шампанского. Когда-то мне повезло очень, довелось побывать на винзаводе «Новый свет» в Крыму. Там шампанское вино созревает в специальных холодных подвалах при определенной температуре в бутылках на специальных полках под определенным углом. Я тогда не очень разбиралась в этом, но увидела вот эту технологию. Бутылки закупорены крышечкой вот этой, которая уже продается пластиковой, и под углом специальные такие, как полки. Очень интересно, не могу даже объяснить. Нам не разрешали ни снимать, ни фотографировать, поэтому вот то, что запомнилось в памяти. И там было холодно, потому что мы замерзли. Ну, а потом была дегустация, и, естественно, мы уже отогрелись. Так вот, бутылки по-настоящему расположены горлышком вниз. Причем у них вино не играет заранее, а вот они его собирают, делают этот сок в определенный день, сколько там дней проходит, они этот сок в бутылке, и вот таким образом горлышком вниз там созревает вот это шампанское. Ну, а нам остается свой проверенный способ приготовления домашнего вина шампанского. После 40 дней сухое вино разливаю в
такие вот большие, то, что будет это у меня сухое вино, в стеклянные бутыли большие, ведерные, и закатываю их крышками для консервации. Ну а часть вина заливаю в бутылки от воды, пластиковые. Но прежде чем залить созревшее вино, засыпаю с помощью лейки. Можно, у меня 2-литровые бутылки были, в данном случае у меня нет, у меня 6-литровые, но я вам даю именно то, сколько рецептуру на 2-литровую бутылку. Так вот, мне нужно 1 столовая ложка риса, только обычного, не пропаренного, ни в коем случае пропаренный не ставите, испортите вино. И запах будет, и не будет той работы, которая нужна для изготовления этого вина. Рис не мою. Если сильно грязный, можно чуть промыть, но лучше не мыть. Есть еще в продаже рис-сечка, это еще лучше. Вот его можно использовать также. Вот так, рис засыпаю сюда, вот в эту бутылку. В данном случае у меня 6-литровые, я заранее сейчас сделаю это, чтобы показать, как это делаю. Итак, засыпаю сюда через леечку, у меня 6-литровые, значит 3 столовые ложки добавляю сюда риса. Далее засыпаю сахар. Естественно, 1 к 3 мне нужно будет 9 ложек сахара. Добавляю сюда же. Заливаю уже через 40 дней вино. Не полная бутылка должна. Вы должны обязательно выпускать потом потихонечку воздух. Покажу сейчас, как я это делаю. Далее бутылка встряхивается. Просто беру в руки, встряхиваю, переворачиваю несколько раз, чтобы сахар растаял. Но когда сахар растает, заношу бутылки в подвал. Там определенная тоже температура. И через 2 месяца практически вот это вино будет готово. Оно немного будет шуметь. Вот. Чем больше оно будет так созревать, тем больше будет шума, и тем больше будет желание у вина выбраться из бутылки. Захожу в подвал пару раз в месяц, слегка крышечку чуть-чуть откручиваю, но не полностью, так, чтобы вышел газ, но не снимаю вот эту крышечку, просто чтобы напряжение вот этого отработанного газа вышло. И снова закручиваю. Крышечки нельзя полностью откручивать и открывать. Нельзя допускать внутрь кислород. Это обязательное правило. Вот так просто и доступно каждому можно готовить домашнее игристое вино, вкусное шампанское. Своим секретом приготовления вот этого домашнего игристого шампанского, прекрасного вина, напитка к празднику поделились Раиса Греченко и Александр Волик. Удачного приготовления домашнего вкусного напитка. Ну и до новых встреч в новых видео. Ставьте лайки и не забывайте мыть руки.